Как тебя зовут? Айгуль. Кто тебя подослал, Айгуль? Миш, не подходи ко мне. Где Хайрула? Не знаю. Разве можно поверить, что невеста не знает, где ее жених? Не имея актерского образования, он удостоился чести получить звание народного артиста СССР. Его молчаливой спутницей была постоянная боль, однако художник Суменкул Чокморов продолжал творить и на холстах, и на экране. Жизнь мужчины пронеслась мгновенно, но оставила по себе богатые плоды и добрую память. Малая родина Чокморова – горное село Чонташ, Киргизская ССР. Здесь в ноябре 1939 года, неподалеку от Бишкека, который прежде именовался Фрунзе, он появился на свет. Отец зарабатывал на жизнь кузнечным ремеслом. Мама воспитывала 11 ребятишек. 11-летним пареньком Суменкул впервые посмотрел кино. Киноэпопею Михаила Чаурели «Падение Берлина». Просмотр оставил неизгладимые впечатления и поселил в сердце мальчика робкую мечту однажды сыграть хоть маленькую, но настоящую роль. С детских лет Суменкул страдал от болезненных ощущений в области живота. Его неоднократно госпитализировали, но обследования не давали результата. Только перед школой доктора смогли поставить верный диагноз – почечный поликистоз. Лечению заболевание не поддавалось. Максимум, что можно было сделать – отсрочить его стремительное развитие и свыкнуться с постоянной болью. Школа, куда поступил мальчишка, располагалась за несколько километров от родного села. Ежедневный путь туда и обратно не способствовал улучшению самочувствия, поэтому отец отвез сына к одному из старших братьев, проживавшему во Фрунзе. Пытаясь как-то отвлечь подростка от мысли о недуге, брат начал приобщать Суменкула к живописи. Сперва паренек копировал полотна именитых мастеров, затем постепенно перешел к собственным пейзажам и портретам. Вскоре он уже твердо знал, что станет профессиональным художником. Окончив семилетку, в 1953-м Чокморов поступил в местное художественное училище. В конце 50-х он перебрался в Ленинград, где продолжил обучение в институте имени Репина. Еще с детства было моей мечтой стать художником. Когда я уходил из отцовского дома, я знал и братьям своим сказал, что не вернусь в село, пока не стану художником. Не вернусь, даже если не попаду в институт. Буду работать, кем бы ни пришлось. Грузчиком, инструктором физкультуры. Все равно кем. Буду учиться. Помимо рисования в городе на Неве, юноша всерьез увлекся волейболом, с которым познакомился еще в школьной любительской секции. Он получил звание мастера спорта и даже принимал участие во всесоюзных студенческих состязаниях в составе ленинградской сборной. В 1964 году молодой человек возвратился во Фрунзе, в стены своего училища, но теперь уже в качестве педагога. Он преподавал, писал картины, во время отпуска путешествовал по союзным республикам в поисках интересного материала для будущих работ. Так продолжалось около 3 лет, пока в жизнь Суменкула не пришел кинематограф. Но даже после ухода в мир кино он не оставил кисти и краски. Наследие художника насчитывает около 400 полотен. За год до 30-летия Чокморову поступило неожиданное предложение. Балатбек Шамшиев, режиссер документальных фильмов, впервые работал над художественным кино «Выстрел на перевале Караш». В знакомом живописце он разглядел центрального героя, непокорного Бахтыгула. Пока дебютант вживался в роль, то и сам не заметил, как все глубже проникался интересом к новому занятию. Я 20 зим твои табуны пас, спал на льду, укрывался снегом. Столько же бедовал с твоими отарами мой брат. Что дальше? И за все это мы заслужили одно право – ждать. Пока с голоду подохнем. Вот и все. Хватит! Где кони? Успех «Выстрела» поспособствовал тому, что новоиспеченного актера начали приглашать в другие проекты. В том же 1968 году в драме «Джамиля» по повести Чингиза Айтматова Чокморов сыграл раненого фронтовика Данияра, возлюбленного главной героини. Данияр, я пришла. Я сама пришла. Обними меня, Данияр. Обними. Пусть говорят что угодно. Разве ты виноват?
Я не виновата. Я все же ждала тебя, Данияр. Я знала, что ты придешь ко мне. В любой одинокий. В 1970-м Сумин-Кул снялся в исторической ленте «Чрезвычайный комиссар». Впоследствии он нередко привлекался к работе над кинофильмами революционной направленности, такими как «Алые маки» Сыкуля, Шамшиева и «Седьмая пуля» по сценарию Андрея Кончаловского. Ты убьешь Хайрулу, а Голубева отвезешь в Ташкент к своему начальнику. Потом женишься на мне. И я рожу тебе ребенка. Интересная военная операция. У тебя нет жены? Нет? Я везде же, я знаю. Но мне все равно. Как тебя зовут? Айгуль. За роль отважного Карабалты в «Алых маках» артист был премирован на всесоюзном фестивале, проводимом в Тбилиси. Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор, или я унесу его с собой в эту пропасть. Телевизионная притча «Лютые» о дружбе мальчика и волчонка также оказалась сценарной работой Андрея Сергеевича Кончаловского. В ней Чукморов вжился в образ пастуха Хангула, разуверившегося в человеческой доброте. Не надо убивать его гордость. Какая у волка гордость? Он должен знать две вещи. Для своих быть сторожем, а для чужих волком. Будешь злить, оно на тебя бросится. Вот только бросится, я с него шкуру сниму. Не трогай его! Вот ты какой. В 1975-м Сумин-Кула вновь утвердили на главную роль. В поэтической мелодраме «Красное яблоко» его персонажем стал молодой мужчина Тимир, ищущий, безнадежно влюбленный и глубоко переживающий чувства художник. Скажи правду. Ты меня уже тогда не любил. Зачем ты себя мучаешь? То было прошлое. Надо думать о будущем. Будущего у нас нет. Я виновата перед тобой. Ты на мне женился ради ребенка. И теперь мы оба несчастны. Не говори так. На первую половину 80-х пришелся завершающий этап кинематографического пути Чукморова. Наиболее заметные работы артиста, появившиеся в эти годы, мужественный монтажник «Высотника Сым» из киноповести о ликвидации высоковольтной аварии «Мужчины без женщин» и полковник Турабаев в криминальном боевике «Волчья яма». Не будь глупым, зайди в юрту. Ты Я никуда не сойду с этого места, пока ты не вернешься ко мне. Вот какой ты упрямый. Совсем Да как ладно, не мальчишка. надо. Козымушка, милый, любимый мой, любимый. Козым. Спасибо. Козым, как хорошо, что ты приехал за мной. Личная жизнь. Свою супругу актер встретил еще в юности. Салима Шабазова училась на искусствоведческом факультете в том же Фрунзенском училище. Позже молодые люди окончили один институт. Салима Сардиевна сделала блестящую карьеру от рядового экскурсовода до руководителя музея имени Айтиева. Единственным наследником пары стал сын Бактыгул, названный так по имени первого персонажа, некогда сыгранного отцом. Феноменальная работоспособность Чукморова была своеобразным протестом против неизлечимой болезни. Между сложными съемками, где артист самостоятельно выполнял все необходимые трюки, он 2 раза в год ложился в госпиталь. Там, помимо лечения, мужчине нередко проводились операции. Всего за жизнь он принес 56 хирургических вмешательств. Положение обострилось в 1985 году. Сумин-Кул больше не имел сил находиться на съемочной площадке, поэтому вернулся к Мольберту. В сентябре 1992 года Чукморов скончался. Его могила находится на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке. Сегодня именем одного из известнейших сынов киргизского народа названо его родовое село и улица в столице Киргизской республики, а на столичном проспекте Чуй в его честь установлен памятник.
Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.